Раньше у Audi не было прямого соперника для Mercedes GLS. И для X7 тоже. Но теперь появился Audi Q9. Сегодня финальная презентация. Внешность, салон, технологии, разные моторы и версии. Перед нами сейчас SQ9, самая спортивная версия. Начнем с передней части SQ9. У версии S-Line она похожая, с такой же сотовой решеткой. Здесь еще есть подсветка. Выглядит здорово. У SQ9 свои вставки и эмблемы S. Наконец эмблемы вернулись. Фанаты Audi этого добились. Логотип Audi тоже подсвечивается. Это версия для Северной Америки. Q9 создавали прежде всего под требования США. Выход на другие рынки еще рассматривается. Здесь основные цифровые адаптивные фары. Сверху каскадный указатель поворота, а ниже основной световой блок. Такие фары умеют проецировать динамический указатель поворота прямо на асфальт. На другой машине я приглушил свет, там эффект видно лучше. Функция эффектная, но дело не только во внешности. Она еще и повышает безопасность. Длина автомобиля 5 метров 31 сантиметр. Это на 10 сантиметров больше, чем у Mercedes GLS. Это на 13 сантиметров больше, чем у BMW X7. Колесная база 3 метра 14 сантиметров. Это на 14 сантиметров больше, чем у Audi Q7, и это рекорд для Audi. Колеса от 20 до 23 дюймов. Пневмоподвеска и задняя управляемая ось стандартны для Q9 и SQ9. Задние колеса могут поворачиваться в противоположную сторону, поэтому маневрировать намного легче. По свету схема такая. В базе светодиодные фары с адаптивным управлением. На большинстве рынков они стандартны для Q9, а спереди можно заказать цифровую матрицу. Сзади опционально доступны изогнутые OLED-фонари. Полный световой пакет добавляет и проекцию указателей поворота на асфальт. Система выпуска настоящая, наконечники хорошо видны снизу. 4 выхлопные трубы. Буксировка 3,5 тонны. Спортивная версия получила V8 объемом 4 литра и 2 турбины, 591 лошадиная сила и около 800 ньютон-метров. До 100 км в час он разгоняется за 4 секунды. Тяга идет через кваттро с акцентом на заднюю ось и управляемой блокировкой заднего дифференциала. Поэтому на выходе из поворота SQ9 ощущается заметно спортивнее. Здесь Audi пошла по максимуму. Машина стала крупнее и роскошнее, и здесь только двигатели внутреннего сгорания. Полностью электрической версии у этой модели нет. Электрический Porsche Cayenne у концерна уже есть, то есть большая электрическая платформа существует. Но у Audi пока есть Q6 e-tron, родственник электрического Porsche Macan. Q9 с обычным мотором. Двери электрические и задние тоже, но иногда это немного раздражает. Работают они не всегда достаточно быстро. Мне проще самому открыть дверь и закрыть ее. А здесь приходится бороться с электроприводом и потом еще с доводчиком. Сегодня без фирменного звука закрывания двери автогефюль. Жаль, этого звука нет, но зато ручки обычные, настоящие. Совершенно обычные ручки. А теперь самое время послушать звук мотора. Как вам звук V8? Здесь есть характерное рычание. Но лучше всего его слышно сзади. Спереди даже с опущенными стеклами я почти ничего не слышал.
Она выбрала место получше. Заодно обсудим шумоизоляцию. Ламинированные стекла у Q9 стандартные спереди и сзади. Сначала опускается шторка, потом стекло. Вот это окно, посмотрите. Оно заканчивается только вот здесь. Сзади тоже ламинированные стекла. Этот акустический пакет у Q9 идет в стандарте. Для младшего Q7 это опция. Почти все поверхности здесь отделаны. Есть открытый карбон, а для Q9 доступны также алюминий и дерево. Вставка из ткани. Bang & Olufsen 22 динамика. Звучит отлично, подлокотник мягкий. Audi вернул обычные клавиши управления стеклами. Наружные зеркала снова регулируются обычным способом. На мой взгляд, так лучше. Но внутренние панели автоматических дверей остались без отделки из ткани. Здесь оформление S. У S-Line будет похоже. И на руле снова появились колесики. Это хорошо. Слайдеров больше нет, даже для громкости. Остальные кнопки реагируют на касание, но есть подсветка и обратная связь. Приборы я бы сделал немного ярче. Вокруг экранов здесь довольно большие рамки. Этот элемент еще нужно доработать. Перед нами опциональные спортивные сиденья плюс. Обычные спортивные сиденья входят в стандарт, а у версии плюс подголовник встроенный. Опциональная аудиосистема позволяет установить динамики даже в подголовниках. Отойду, чтобы в записи не было писка. Подголовник тоже немного регулируется. Сейчас покажу. Уже тихо? Да, теперь тихо. Отлично, можно снова садиться. Сидеть удобно и довольно вертикально. Для понимания, мой рост 1,89 м. Мне очень нравится и отделка потолка микрофиброй. Эта машина явно ориентирована на Северную Америку. Для США и Канады Audi рассчитывает продавать больше Q9, чем Q7. Для Европы, вероятно, наоборот. Как в Q3 и Q7, здесь необычная схема. Управление дворниками здесь, а этот рычажок отвечает за поворотники. Идея понятна, сделать пространство за рулем максимально чистым. Но он короткий, и иногда его не находишь. Иногда попадаешь, иногда нет. Для меня это уже не совсем принцип. Форма следует функции. На месте к нему быстро привыкаешь. Но в движении каждый раз попадать точно уже сложнее. По бокам руль перфорирован для лучшего хвата. Качество материалов действительно очень хорошее. И слева, и справа все мягкое. Ниже тоже мягко, хотя рукой чаще касаешься верхней части. Отделка качественная, и ткань тоже есть. Теперь это эффектная крыша. Тут явно сделали ставку на шоу-эффект. Здесь электронное затемнение, а отдельными сегментами можно управлять независимо. Зачем именно по сегментам, я пока не придумал. Можно затемнить все целиком, чтобы уменьшить блики, или оставить стекло прозрачным. На количество тепла это не влияет. Обычной механической шторки здесь нет. Audi говорит, что встроенной фильтрации солнечного света достаточно. Посмотрим. Но сама крыша огромная и очень впечатляет. Это самая большая панорамная крыша в истории Audi, еще и с атмосферной подсветкой. Крыша открывается. Подсветка становится слабее, а сам проем здесь очень большой. Думаю, Q9 вполне может конкурировать с GLS и X7. Мне кажется, по качеству сборки Q9 и X7 немного впереди GLS. Американские конкуренты обычно очень большие и просторные, но им часто не хватает по-настоящему сложной подвески. Обычно она не настолько продвинутая, как у немецких конкурентов.
Но они, конечно, дороже. Передняя панель почти вся отделана материалами. Жесткого пластика здесь очень мало. Он остался внутри дверей и местами вокруг карбона. Глянцевого черного лака тоже старались использовать меньше, но вот здесь он все-таки есть. Еще эти крупные рамки экранов. Их критикуют, как и сам вид интерфейса, пока он все еще напоминает бета-версию. Но в целом здесь очень уютно. Это спортивные сиденья, плюс со встроенными подголовниками, но регулируются они ограниченно. Фактически только вверх и вниз. Хорошо регулируемый такой подголовник я бы не назвал. Зато здесь есть массаж сидений. Вот так. О, неплохо. Можно включить и для Лии. Посмотрите на реакцию. Поставил максимальную интенсивность. Массаж здесь действительно сложный, с отдельными зонами. Вот это уже хорошо. Вот теперь хорошо. И Bang & Olufsen звучит отлично. Так что массаж и Bang & Olufsen я бы действительно рассматривал как хорошие опции. Ли обычно не любит массаж, но здесь ей понравилось. Это о многом говорит. Теперь вид с места водителя. Вернулись колесики громкости, ими можно менять отображение. Вот шкала оборотов двигателя. Я еще раз запущу мотор, чтобы все было хорошо видно. Готово. Хорошо, что этот вид вернули. Остальные варианты выглядят для меня слишком искусственно. Также есть крупный проекционный дисплей и центральная мультимедийная система. Дизайн снова довольно простой. Климат теперь ближе, чем в некоторых новых Audi, но нижнюю часть все равно неудобно нажимать. Охлаждение и обогрев сидений тоже частично скрыты за рулем. В движении управлять этим слишком сложно. Если честно, новый интерфейс Audi не очень удобен для управления во время езды. Здесь находятся функции автомобиля, например, выбор режимов движения с визуализацией. Пневмоподвеска меняет высоту. Есть динамический, комфортный и внедорожный режимы. Кстати, по материалам сидений, здесь натуральная кожа, а в центре можно выбрать микрофибру динамика. Но салон без животных материалов для Q9 недоступен. Как и у многих Audi, такой салон доступен лишь у одной-двух моделей. Для меня отсутствие полностью альтернативного салона – явный недостаток. Современные материалы уже дают нужный комфорт и долговечность. Здесь уже не SQ9 и не S-Line. У S-Line решетка тоже была бы сотовой. Это базовый Q9 в исполнении Advance. И есть важное отличие от Q7. Погрузочная кромка ниже, а внутри места больше. Еще один важный момент. У обычного Q9 другая моторная гамма. Для США заявлен 3-литровый V6 битурбо мощностью 429 лошадиных сил. Для Германии на старте предлагается дизельный V6 объемом 3 литра мощностью 220 киловатт, а на отдельных рынках будет версия на 180 киловатт. Все версии V6 стандартно получают постоянный полный привод Quattro. Здесь другая отделка. Мне очень нравится светлое матовое дерево. Есть и другие варианты матового дерева. Смотрится здорово. Через эту перфорацию еще проходит атмосферная подсветка. Можно выбрать и 7 мест. Капитанские кресла роскошнее для задних пассажиров, но полностью в ровный пол они не складываются. Сборка отличная. Жаль, что внутри дверей снова нет ткани.
Q9 бывает на 6 или 7 мест. Перед нами шестиместная версия с двумя капитанскими креслами. На них есть изофикс, и сами кресла очень удобные. Есть отдельные подлокотники. И главное, сзади вы фактически получаете полноценное переднее кресло. По комфорту почти как спереди, расслабиться проще. Больше места в плечах и для рук. По ощущениям, здесь даже комфортнее, чем на заднем месте представительского седана. Потому что сидишь вертикальнее. Дома вы вряд ли поставили бы диван с посадкой, как в седане, когда колени задраны выше. Если смотреть нейтрально, такая высокая посадка для роскоши даже логичнее. Над головой еще много места, и огромной панорамной крышей здесь наслаждаешься особенно хорошо. Так что идея понятна, особенно для рынков, где люди часто ездят на очень большие расстояния. Но у капитанских сидений есть минус, а еще сбоку расположены электрические кнопки регулировки. Вот в нижней части. Это двигает кресло вперед и назад, а это меняет наклон. Основные регулировки на кресле. Есть и дополнительные кнопки. Есть еще одна интересная функция. Нажимаем эту кнопку. Сразу подготовлюсь. Кресло начинает уезжать вперед. Небольшое детское кресло можно оставить. Сиденье все равно сдвинется вперед. Так открывается проход на третий ряд. Я еще сдвину это кресло, и потом проверю, смогу ли сесть сам за собой при моем росте. Напомню, база здесь на 14 сантиметров длиннее, чем у Audi Q7. Третий ряд Audi Q7 был скорее рассчитан на детей. Третий ряд. Вот разница с Q7. Если немного сдвинуть кресло вперед, уже получается вполне терпимо. Раньше в Q7 я сидел вот так, упираясь коленом. Этих 14 сантиметров как раз не хватало. Теперь третий ряд подходит даже взрослым. Получился нормальный третий ряд. Здесь даже есть подогрев и зарядка USB-C. Есть и подстаканники сзади. Неплохо. Сзади есть отдельные дефлекторы. Все вполне серьезно. Шестиместная версия позволяет пройти назад и через центр. То есть вариантов использования салона много. Есть изофикс, поэтому детские кресла можно ставить даже на третьем ряду. Давайте посмотрим, что здесь с местом. Раньше в Q7 дотянуться было легче. Здесь проем глубже, приходится наклоняться. Внутренняя отделка стала тоньше, поэтому пространства больше. За третьим рядом здесь около 60 сантиметров. Нажимаем кнопку для увеличения багажника, и третий ряд складывается. Теперь измерим длину. Получается примерно 1,20 м. Высота около 79 сантиметров. То есть почти 80 сантиметров. Капитанские кресла дальше уже не складываются. Семиместная версия сложила бы сиденье в ровный пол. Двухметровая линейка здесь помещается целиком. Даже длиннее. Не хочу поцарапать центральную консоль, поэтому действую очень аккуратно. Вы знаете, я всегда особенно аккуратен с чужими автомобилями. Здесь уже ровно 2 метра. Ого, а сколько еще остается? Мы с Лией хорошая команда. Получается примерно 2 метра 20 сантиметров. Войдет даже коробка.
Например, сюда войдут плоские коробки, вроде упаковки от обычного шкафа. Такое почти у всех бывало. Но шестиместная версия для подобных грузов все же немного менее практична. Какой вариант выбрали бы вы? 6 мест или 7? Теперь, наконец, официальные цены. США от 87 700 и 118 тысяч долларов. Германия – 108 400 евро. Как вам Audi Q9 и SQ9? Какую версию выбрали бы вы? И как она выглядит на фоне X7 и GLS? Каждая со своими особенностями. Если детали забылись, посмотрите эти два обзора.